Всем привет. Хотел поставить, если честно, вчера, потому что сделал это вчера, но э, не было времени. Я вчера прошелся по украинским новостям. Я как бы все время проверяю все новости, украинские, русские, западные, как уже говорил, чтобы найти что-то посерединке, чтобы понять, что именно и как. Вот. И вчера прошелся по украинским, чтобы меня не обвиняли в дезинформации и так далее. Вот чисто украинские новости. И отметил несколько интересных новостей, которые просто, я не знаю, как бы очень хотелось бы обсудить. Ну вот начнем мы. Одна из простых новостей, что, опять же, все это с издания «Правда», правда.com.ua, вот это вот украинское издание. Россия приближается к дефолту с долгом 150 миллиардов долларов. Это, кстати, новость, но это понятная новость, это не пропаганда или что-то, вот они говорят так, как есть. Только не могу понять, что сейчас могут что могут предъявить России в плане дефолта, если они закрыли им возможность оплачивать, в принципе, и и валютный фонд у них тоже заморожен, на котором есть 300 миллиардов долларов. Они бы расплатились бы, но деньги-то не дают. Вот, я поэтому не понимаю, интересно, конечно, будет проследить. Вот сегодня, в среду, это последний день, что они должны оплатить. Россия сказала, что может оплатить рублями, если кто-то согласен. Вот, но доллары они не могут оплатить, потому что, опять же, доллары заморожены. И как именно оплачивать будут, тоже я не знаю, чемоданами с деньгами или... Потому что все, в принципе, заблокировано. Вот, ну вот это такая интересная новость про Россию. Ну, опять же, это не пропаганда, это на самом деле правда, я только не знаю, что мир с этим будет делать. Но вот прошла вот интересная, более интересная новость, это товарищ Данилов, так сказать. Вот секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что он считает, что Украине нужно создать договор, оборонный договор заключить со страной, которая обязательно владеет ядерным оружием. Вот. И он считает, что это, в принципе, Великобритания, такая страна, которая, как мы знаем, Великобритания действительно очень много сейчас помогает Украине. Вот с ними надо заключить пакт об обороне, оборонный пакт. И у них есть ядерное оружие, и вот это классно. Оборонный союз он это называет. Но я не понимаю, а чё? И он думает, что если бы был бы оборонный союз Великобритании, и Россия бы напала бы на Украину, Великобритания бы забросала ядерным оружием Россию. Человек секретарь СНБО. Давайте подумаем на секундочку. Это не я, например, что я тут сижу в машине, рассуждаю с вами всякие темы и так далее. А человек вроде должен быть квалифицированный, чтобы быть секретарем СНБО. И вот он такую чушь несет, что надо создать оборонный договор с той же Великобританией, потому что у нее есть ядерное оружие. И что тогда? Они что, тебе ядерные боеголовки перешлют? Или ты думаешь, Великобритания пошлет ракету с ядерными боеголовками на Россию? Братан, я не понял вообще, ты думаешь, что говоришь? Я понимаю, сейчас эмоции очень высоки, то все. Но чушь нести зачем? В чем? Я просто не понимаю, в чем прикол. Есть у тебя оборонный союз Великобритании. Вот тебе Великобритания сейчас помогает. У нее есть ядерное оружие. Могла бы сказать России: отпусти Украину, а то я сейчас закидаю тебя. Что ж не говори? Они тебе небо не хотят закрывать над Украиной. Небо закрывать над Украиной боятся. Хотя и у Великобритании есть ядерное оружие, и у Америки есть ядерное оружие. Чего же они боятся закрывать небо? Чего они боятся? Что Россия их закидает ядерным оружием, так они могут ответить. И что тебе даст, если у тебя будет оборонный союз Великобритании? Объясни. Тебя в НАТО не хотят брать, потому что знают, что это столкновение с Россией сразу прямое. А Великобритания тут же с тобой подпишет оборонный договор. Короче, вот такой интересные такие люди в политике, что в России, что в Украине, что в Канаде, конечно же. Вот я не понимаю, квалификацию уже, по-моему, никто не смотрит на квалификацию людей, которые ставят у власти. Вот товарищ Данилов такое сказал, я просто немного ошалел. Финляндия заявила, что вроде как Путин и не собирается менять режим на Украине, но это я в своих прошлых роликах, извиняюсь, тоже говорил, что Путину нафиг не надо, и Зеленского убивать он не собирается. Я знаю, вот эти слухи, Зеленского пытались убить, то все, покушения на его жизнь были.
Я не знаю, ребята, честно, тяжело верится, потому что на сегодняшний день убрать такого человека, как Зеленский, это просто сделать его святым, символом борьбы за свободу, символом борьбы за Украину против России и так далее. Я не думаю, что... А Путин все-таки, как бы вы ни говорили, как бы ни крутили, он может быть диктатор и так далее, но он не дурак. И убрать Зеленского сегодня это просто нанести самому себе такой ущерб, что мама не горюй. И вот президент Финляндии тоже сказал, что вот он говорил с Путиным, и Путин ему сказал, что никогда не было. Но если мы вспомним, не было даже в его целях, когда он начал эту войну, не было в его целях, что он хочет сменить режим. Был разговор о демилитаризации, денацификации. Вот. Ну вот президент Финляндии опять поговорил с Путиным, сказал, что да, вот как бы Путин и не собирался, никогда не было это такой целью. Вот такой как бы простенький такой рассказик, тоже все нормально, все правильно, как бы все как оно и есть, как бы, да, не пропаганда, ничего, они правильно говорят. Но вот в отличие от товарища Данилова, который просто гонит вообще вовсю. И все, я слушал этого Арсена вашего, украинского. Тот вообще как бы был министром внутренних дел столько лет, и он как бы вообще не стесняется, что-то молотит, сдохнуть, не сдохнуть им. Слушай, ну ты же дипломат. Да, ты уже не министр, ты уже никто. И тебя сняли, ты перестал быть министром, потому что там коррупция у тебя была. Мама, не горюй. Но ты же дипломат, что ты сидишь и начинаешь сдохнуть, пусть все сдохнут, пусть Путин сдохнет. Всех их надо забить, всех их надо убить, всех их надо... Чувак, выражайся дипломатически. Вот. Ты хоть раз слышал Путина, чтобы он говорил, что кто-то сдох там на Украине? Или Зеленского, например. Зеленский выражается нормально. Да, он говорит, что вот агрессоры, то все. Но он же не начинает говорить, что вот чтобы Путин сдох или что-то такое. Вот. Ну вот такие вот политики есть. Вот, и еще одна новость, вот Зеленский как раз. Вот Зеленский сказал, и мне очень понравилось, что именно он сказал, как бы, он правильно все сказал. Я только не могу понять, почему он раньше об этом не думал. Но вот он сказал, его прямые цитаты, кстати, он напрямую сказал. Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают. Значит так, в этом все и заключается, в принципе. Во-первых, это подготовка к тому, чтобы подписать с тем же Путиным, что никакого, что не будет Украина в НАТО, чего Путин, в принципе, добивается. Этот Арсен, например, тот вообще сказал, что давайте подпишем сейчас любые договоры с Путиным, а через 2-3 года скажем, что это все не действительно, потому что на нас давили военные силы. Но опять же показываем, какой он дипломат умный, да, это для него дипломатия самая большая, это ощущение просто, что он на рынке где-то сидит и торгует чем-то. Вот, но я не удивляюсь. Вот, но дело не в этом, дело в том, что, поймите, вот почему я виню во всем, что происходит сейчас на Украине, это этот Запад. Потому что они Украину все это время тянули, говорили, что вот, мы тебя возьмем в НАТО, мы тебя то все, мы тебя защитим, туда-сюда. Вот, поэтому как бы Украина, ну послушайте, поманили, да, у соседей как бы трава зеленее, и все, и украинцы захотели быть в Европе. Причем, опять же, про Европу Путин ничего не говорил, в Евросоюзе он им тоже не запрещал быть. Да, это плохо слышно, запрещал, разрешал, потому что все-таки Украина суверенная страна. Но как бы, опять же, будем говорить по-простому. Он насчет вступления Украины в Евросоюз, у России ничего против не было, в принципе. Только НАТО. Вся проблема России с Украиной это было НАТО. И вот этот Запад, вот это то, что сам Зеленский сказал, вот еще раз, его цитата, сказал, что годами мы слышали о якобы открытых дверях. Вот годами, потому что годами их манили и говорили, вот мы вас возьмем в НАТО. Но это было понятно индюку, что Украину в НАТО не возьмут. Потому что с 2014 года Украины уже есть Крым, который весь мир не признает российским. Значит, на украинскую территорию посягнули. Теперь, если вы берете Украину в НАТО сейчас, это автоматически, не вот даже до войны, которая сейчас идет, автоматически означает, что вы должны сразу же поставить все силы НАТО на то, чтобы отвоевать назад Крым у России. И никто этого делать не будет. Как он и уже убедился. Вот только я не понимаю, почему он только сейчас на самом деле понял. И это опять же в плане квалификации, как бы Зеленский классный парень, но
плане в плане политики и так далее, ну как бы, но уже услышали также, что нам туда не войти. Послушай, это было понятно изначально. 8 лет назад я тебе мог сказать лично, что вас в НАТО не примут. Это просто логика, простая логика. Не надо быть сильно умным. Никто в НАТО бы Украину бы не принимал бы. И сейчас не примет. Вот. И он тоже сказал, что даже сейчас вот они уже перестали. Они уже просто, опять же, просто смирились с тем, что в НАТО они не будут, как бы, что в принципе довольно логично. И поняли, что сейчас надо идти уже как-то все равно как-то хочется уже мира поскорее. И там уже думать о чем, как дальше строить Украину, как все разрушения вот эти вот все выстраивать, поможет Россия, не поможет, заставят Россию, не заставят, это уже другое дело. Вот, но еще одна история, сейчас по бырику вам расскажу, потому что просто мне интересно. Короче, ну это уже чисто так, любители, вот эти вот журналисты, как бы, что-то там взорвать, что-то там преувеличить и так далее. Вот, короче, была такая заголовок такой, что Россия собирается тотально уничтожить все леса Украины. И я так думаю, нифига себе. Я не знаю, сколько там лесов в Украине, но думаю, немало. Все вырубить, это, конечно. И вот эта статья рассказывает, что вот, как бы разведка Украины достала письмо, которое было направлено от Шойгу Путину, в котором он просил разрешения. И вот я сейчас написано: документ нацелен на получение разрешения на тотальную вырубку украинских лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений. Вот. И также и статья как бы назвала, что вот тотальная вырубка. И тут же вот этот документик там внизу был. И сейчас я его даже скопировал. И вот этот документик, не знаю, насколько он действительно, как бы, опять же, не знаю, это пропаганда или на самом деле это документик, но в принципе, как бы, документик от Шойгу, и там говорится, что в планах, что им нужно, как бы, в принципе, дерево для того, чтобы использовать для фортификаций и так далее, на нужды, как бы, армии, вот сейчас, на данный момент, на тех землях, которые они захватили, они хотят использовать деревья на нужды армии, для фортификаций, часть из них продать, чтобы получить деньги, и эти деньги воспользоваться тоже на нужды армии и так далее. Ну, во-первых, разговор идет не о тотальной. Как бы никто, это не то, что я просто понимаю, что есть люди, которые говорят: о, Путин захватывает Украину, потому что он хочет украинское дерево все распродать. Вот это то, что, как бы, в принципе, вот статья, как бы, в это ведет. Но разговор идет не об этом. Да, ну, конечно, как бы не очень хочется, чтобы кто-то вообще леса вырубал. Мы говорим о том, что мы боремся за спасение планеты, а тут леса собираются вырубать. Но в документе просто все говорится, как бы, что там не говорится о тотальной вырубке. Говорится, что вот просят разрешить, потому что, оказывается, в России есть такой как закон, что не имеют права вообще рубить деревья на нужды армии. И он поэтому обратился, причем, опять же, не просто срубили деревья, а есть вот процедура, он обратился к президенту дать ему специальное разрешение на вырубку лесов для использования в фортификациях и так далее, как бы. Является ли документ правды, я не знаю. Как бы они вот поставили документик, вроде не знаю, как там разведка, что у них добыла. Документ, в принципе, от Шойга к Путину, по идее, как бы туда и обратно. И не знаю, где она там могло потеряться. И может у них Штирлицы там в штабу сидят, у Шойга и так далее. Причем поставить такой документик, как бы разведка Украины, я думаю, сейчас там начнется ловля этого Штирлица. Потому что, ну, документ действительно на высоком уровне, как бы не это вот. Так что, если это действительно правда, это документ, даже если это правда, по большому счету речь не идет о том, что произошел захват Украины, чтобы земель Украины, захват земель Украины, чтобы вырубить там все леса и продавать и получать с этого деньги. Как бы, ну, они могут продать, но я не думаю, что они столько денег получат с этого. Это же надо, опять же, эти леса перевозить, транспортировка туда-сюда. Как бы я не думаю, что бизнес кто-то собрался открывать, там, Шойгу и друзья.
Вот. Но они просто вот, опять же, просто показывают, что есть действительно процедура, что не может он просто так взять и срубить дерево на фортификацию. Должен попросить у президента, то должен решить. Сейчас они могут срубить деревья на фортификацию. Будут они продавать или нет это дерево, я опять же не знаю. В России, по-моему, столько деревьев, что я не знаю, ли им нужна Украина еще для дерева. Там столько лесов, что мама не горюй. Дело не в этом. Ну вот просто хотел с вами пройтись по заметкам, которые просто меня привлекли внимание, так, чисто интересно. Есть еще очень много интересных вещей, конечно, там в прессе. Опять же, вот это интервью с Арсеном Исаковым, я не знаю, ну, чувак просто, я не понимаю, что он, как бы, ну, от него коррупция несет за километр, на мой взгляд. Дипломатии никакой абсолютно нет. Ну, такой чувак сидит, такой, иди, и сидит, мы сдохнем, мы убьем. Слушай, ты уже не министр, да? Взял автомат в руки и пошел, собака. Че ты сидишь, гудишь там у себя в кабинетике в этом? Путина надо убить, Путина это, да, это, русских надо убить. Я все понимаю, эмоции, да, но слушай, нефиг там это вот. Ты такой правый, ты такой-то вот. Встал, видел, сколько людей взяли автоматы. Порошенко он с автоматом бегает, тоже не знаю где, но бегает с автоматом. Выйди с дома, выйди с офиса своего, возьми автомат и иди. Что ты сидишь там, я бы сейчас того убил, этот Маск вон Путина на дуэль вызывает. Я не знаю, люди тут сходят с ума просто как бы и вообще непонятно. Уже поскорее бы закончилась эта война, потому что, кстати, Зеленский обращался к парламенту и сенату канадскому. В принципе, обращение его выставлять не буду, потому что там, ну, как бы, все стандартно. Большое спасибо за помощь. У нас так-то, так-то. Представьте себе, если бы то у вас там рвались ракеты и так далее. И то все третье, десятое, как бы, просьба о помощи и просьба закрыть небо. Опять же, все парламенты, все сенаты, к которым обращался в последнее время, речь довольно-таки стандартная. Но что я, да, поставлю, я вот уже снял, только надо обработать, чуть перевести на русский. Я поставлю то, что Трудо говорил перед тем, как выступал Зеленский. Опять же, просто показать на Трудо, ну, уже начинают люди смеяться тут в Канаде, то просто, к сожалению, недостаточно людей начинают смеяться. Потому что в Твиттере там после его вступления там столько комментарий было, что как бы, ну, ты говоришь одно, у себя дома делаешь другое. Но я вам поставлю, если кому-то будет интересно посмотреть просто на этого отморозка, что он там новое говорит. Хотя ничего нового не говорит, но как бы посмотрим. Вот. Ну, в общем, как-то так. Вот просто хотел с вами поделиться вот этими СМИ, которые что в России, что на Украине, что на Западе. Полный отстой, пропагандируют определенные вещи. Никто полностью правду вам никогда не расскажет. Все на кого-то работают, все кому-то что-то делают. Все кому-то кто-то платят. И вот так вот это все и работает. Но если это правда, то, что они пишут в плане того, что говорят политики, вот этот Данилов меня, конечно, убил, потому что, получается, ну, мозгов на бекрень. Вот, мозги на бекрень у него, я как бы не знаю, как человек, который дошел до такой должности, может такое говорить, типа, вот с ядерной бомбой, типа, ядерное оружие ему нужно. Союз. И что? Да, вот такие вот люди. И этот Тарасян, тоже бывший украинский министр внутренних дел, по-моему, он был даже, или что-то такое, уже не помню, это просто, там такая коррупция бешеная, поэтому и убрали. Ладненько, удачи вам, всего хорошего, надеюсь, скоро будут хорошие новости, закончится война и так далее, и можно будет начаться серьезными вещами, как борьба за действительно настоящую свободу от политиков в любой стране мира, от этого Всемирного экономического форума, который тоже что-то не очень хорошо выглядит со всеми этими своими приколами. Они просто хотят действительно захватить весь мир, и чтобы вот они, те, кто сидят там наверху, решали, что кому как кушать, что кому когда ходить в туалет, и что кому как работать и делать. Вот, такого плана. Я вам уже объяснял, есть у меня ролик про это. Вот, но пока опять же, все заострение идет на Украине, поэтому тяжело как-то отделиться от этого и что-то другое там опять начинать проверять. Но надеюсь, в скором времени люди перестанут умирать, дома перестанут рушиться, семьи перестанут рушиться, и воцарится хоть какой-то мир, и мы сможем действительно решить эти проблемы просто тем, что всех политиков повалим и найдем новых людей,
которым будет не плевать на свои народы, и который будет делать то, что выгодно их народам. Прежде всего, у себя дома лечить свою страну, а потом уже строить взаимоотношения. Вот так вот. Ну, удачи. Спасибо за просмотр.